Кадыров готовится к конфликту на Кавказе, россияне хотят завершения войны, но на своих условиях, а в Украине громкие скандалы из-за прилета по ЗРК «Патриот». В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия не собирается и пока не готова возвращать территории Курской области. Кто не исполняет приказы Путина и какие планы у ВСУ? Киллер для Кадырова. В Чечне говорят о кровной мести. Кому угрожает глава Чечни? Они заказали меня. Хотят мира и украинские территории. Что еще показал новый опрос среди россиян? Обсудим результаты. И, конечно, изменение общественных настроений Путину известно. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия не готова возвращать территории Курской области, которые находятся под контролем Украины, а ВСУ, в свою очередь, готовы удерживать эти земли в течение нескольких месяцев и дольше. Тому, что происходит в российском приграничье, уделяет внимание западная пресса, в частности, сразу несколько изданий. Политика пишет о том, что из-за плохой координации и планирования российская армия сталкивается со значительными логистическими проблемами с точки зрения передислокации войск, чтобы перейти в наступление в Курской области. В то же время Bloomberg со ссылкой на американских чиновников пишет, что Украина способна удерживать населенные пункты Курской области длительное время. Стоит обратить внимание, что и Апти Алаудинов, который еще 2 месяца назад активно убеждал людей в быстром возвращении под российский контроль территории Курской области, умерил свой пыл и практически молчит. О том, как Путин тоже не замечает проблем и потери части российского приграничья, мы поговорили с известным политическим аналитиком, одним из организаторов масштабных митингов в России, в том числе и на Болотной площади в Москве, Ольгой Курносовой. Во-первых, потому что, как обычно, оказывается, что Путин не отвечает за свои слова. Я напоминаю, что он чуть ли, как он сформулировал, он чуть ли не отдал приказ освободить Курскую область к 1 октября. Напоминаю. А уже не только 1 октября прошло, уже даже его собственный день рождения прошел, а ничего не происходит. Да, все как было, так и есть. И это, конечно, болезненно. То есть это означает, что он, в принципе, военную ситуацию не в состоянии полностью ей управлять. Да? То есть есть второй момент, тоже очень болезненный. Сейчас много говорят о возможных переговорах, сейчас много говорят о возможных прекращении огня по сегодняшней линии соприкосновения. Так какова сегодня эта линия соприкосновения? Она же проходит и через Курскую область тоже. Кадыров утверждает, что его хотят убить и поэтому готов мстить. О кровной мести Кадыров заговорил на одном из последних совещаний со своими силовиками. В частности, в своем выступлении он упомянул члена Совета Федерации от Дагестана миллиардера Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Все это произошло, когда Кадыров вспоминал смертельную перестрелку в офисе Wildberries. Там была бизнес-ситуация, там был Барахоев Бекхан, там был Керимов Сулейман, Курбанов Ризван. У них свой бизнес, который они не только забрали у жены, они заказали меня. Российские пропагандисты также пишут, что теперь Кадыров требует, чтобы названные им люди опровергли информацию, что хотели его убить. А если все же хотели убить, то он официально объявляет им кровную месть. Как вы считаете, каких масштабов может достичь эта кровная месть, учитывая, что Кадыров считает своими оппонентами людей из Дагестана и Ингушетии? Полыхнет ли Кавказ? Дойдет ли до гражданской войны в РФ? Напишите, пожалуйста, свое мнение в наших комментариях. Скандал в Украине. Народный депутат Украины Марьяна Безуглая, известная тем, что неоднократно провоцировала скандалы своими резкими заявлениями и критикой военных, теперь утверждает, что россияне таки могли повредить ЗРК «Патриот», намекая, что такое происходит не впервые. Еще один поврежденный «Патриот». И это не первый. И все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ. Отсутствие желания и коррумпированности.
Безуглая также критикует нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского. В то же время бывший спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал Безуглую рупором кремлевской пропаганды и заявил, что зенитно-ракетный комплекс действительно был поврежден, но не уничтожен, как рассказывали россияне. Так что же произошло 9 октября? Да ничего нового, враг только повредил несколько единиц техники, а не уничтожил. Это война. На войне получают ранения не только люди, но и техника. Кроме того, это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе. В тот день ЗРК Patriot вел противовоздушный бой против группы российских баллистических ракет, и часть удалось перехватить. Воздушные силы не могут каждый раз оправдываться перед обществом из-за инфовыходки Марьяны. Новый виток скандала между Украиной и Грузией, в очередной раз из-за действий правящей партии «Грузинская мечта». В частности, все из-за высказываний премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Ему не понравилось, что в конце сентября правящую партию раскритиковали за использование в политической предвыборной рекламе кадров войны в Украине, где украинские разрушенные города сравнивали с мирными грузинскими. На этот раз Кобахидзе сказал следующее. Конкретные субъекты обеспокоены этими рекламными билбордами и соответствующим видео. С одной стороны, им удавалось скрывать от населения Грузии в течение 2,5 лет то, что происходило в Украине, и что происходит в Украине сегодня, где царит полная катастрофа с точки зрения экономики, инфраструктуры, гуманитарной помощи и другого. На самом деле эти рекламные билборды и видеоролики разоблачали ложь, которую они пытались донести до грузинского общества. Общественность не имела полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине, и эти рекламные щиты и видеоролики показывали правду. В МИД Украины заявили, что это позорная спекуляция на украинском горе, которая оголила правду о правящей партии Грузии. Вызывают удивление настойчивые попытки действующей власти Грузии стереть из памяти грузинского народа многочисленные преступления России, которые она совершила и продолжает совершать на временно оккупированных территориях как Грузии, так и Украины. А что вы думаете по поводу таких заявлений Кобахидзе и к чему приведет сближение Тбилиси и Москвы? Напишите, пожалуйста, об этом в наших комментариях. НАТО готовится к масштабным ядерным учениям. Они стартуют буквально на следующей неделе, 14 октября. 13 стран-членов Альянса станут участниками целой программы учений, в которых будет задействовано 60 самолетов, в том числе истребители F-35А и бомбардировщики Б-52. Известно, что продлятся эти учения 2 недели на территории Великобритании, в Северном море, а также Бельгии и в Нидерландах. Генсек НАТО Марк Рютте говорит, что сейчас важно, чтобы Альянс проверил свою обороноспособность и чтобы противники знали, что в НАТО готовы отреагировать на любую угрозу. Высказался новый генсек и относительно разрешения Украине на дальнобойные удары по территории РФ. Решение о том, как поставляемое Украине оружие может быть использовано, зависит от самих союзников. С юридической точки зрения это возможно, потому что по закону Украине разрешено использовать свое оружие, если оно может поразить цели в России и если они начинают представлять угрозу для Украины. Но окончательное решение всегда остается за отдельными союзниками. Конечно, мы это обсуждали. Я был в Киеве на прошлой неделе, и мы обсудили это сегодня. Россияне хотят завершения войны, но на своих условиях. При этом уровень поддержки действий российской армии остается высоким. Об этом сообщает крупнейший независимый центр опросов на территории России Левада-Центр. Там сообщают, что сейчас выросло количество сторонников переговоров с Украиной, и если бы Путин решил прекратить войну, то его поддержало бы большинство россиян. Но, конечно же, без возврата тех территорий, которые были оккупированы. Тех, кто бы вернул Украине законные земли, только треть из опрошенных. Левада-Центр сообщает, что половина респондентов считает, что так называемая СВО принесла больше вреда из-за гибели людей, военных потерь и огромных трат из бюджета. А еще, согласно опросам, большая часть россиян не согласна идти на уступки Украине, а мирный план должен быть таким: обмен военнопленными, прекращение огня, Украина не вступает в НАТО и Украине не возвращают территории. О чем говорят результаты этого опроса и следят ли за настроениями россиян в Кремле, эти вопросы мы также обсудили с политическим аналитиком Ольгой Курносовой. С учетом того, что, конечно, в диктатуре опросы не могут давать нам ответы в абсолютных цифрах, да, опросы могут нам показывать динамику изменения настроений. Потому что понятно, что в сегодняшней ситуации
особенно при телефонном опросе, когда тебе неизвестный человек звонит и что-то спрашивает, далеко не все готовы отвечать правду. Поэтому динамику рассматривать можно, абсолютные цифры рассматривать, конечно, нельзя. Так что Левада пытается как-то нам рассказать о настроениях россиян. И еще важный момент, тоже не надо забывать, что многие считают диктатуру совершенно равнодушной к общественному мнению. Это не так. В этом и есть одно из основных отличий диктатора и автократа, когда автократу важно, чтобы людям было наплевать на политику, и ему развязали руки и дали возможность сделать то, что он хочет, при определенных условиях. А вот диктатору нужна, что называется, народная любовь. Но мы прекрасно знаем, что Федеральная служба охраны ФСО тоже проводит свои измерения общественного мнения, достаточно объемные опросы с достаточной выборкой. И, конечно, изменение общественных настроений Путину известно. И он не может не принимать их во внимание. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.